Грандиозное путешествие. Мега-приключения. Возвращаются. Орел и Решка собрала рюкзак и летит в новое, долгожданное путешествие. В новый сезон. Всем привет! Орел и Решка казахи. В путешествие по самым удивительным городам отправится кинодива, продюсер, актриса, казашка Куралай Анарбекова. Я не знаю, кто популярнее, я или ворота Индии. Вместе с ней в приключения ворвется блогер, ведущий и просто скромный казах Гани Ажикенов. Самый лучший ведущий. Сказка мужчина, желанный жених и просто красавец. Я солнышко, а вы все мои планетки. Это будет самый головокружительный, Издеваетесь надо мной? Мы так низко летим над океаном. Это супер! самый экзотичный Я не хочу этого. и самый казахский сезон Орла и Решки. Казахстан, Менсинсием! Кто из казахов проведет уикенд на $100? Не хочу, ну что даже. Я уже все. А кто будет жить как миллионер, как всегда, решат Орел. Решка. Я чувствую, что это мой город. 2 дня походишь с рюкзаком, потом посмотрим. Привет, привет, Устара! Это Орел и Решка, казахи! И мы прилетели в город Крунгтхэп Маканахон. Куда? Крунгтхэп Маканахон. Маха кто? Ты чё, перегрелся, что ли? Дай лоб. Ты чего? Мы в Бангкоке! Это для туристов столица Таиланда, Бангкок. А для местных же это Крунгтхэп Маканахон, что в переводе означает «город ангелов, великий город». Так, ангел, подбрасываю монетку. Я не ангел, я орел. Я Решка. Так, 3, 2, 1. Я! Спасибо! Боже, как это классно! Удачи, Жан! Куда я иду? Где моя машина? Бангкок, ты в любом случае не испортишь мне настроение. Я люблю тебя. Из всех мегаполисов в мире Бангкок самый контрастный. Мегаполис небоскребов, как в Нью-Йорке, и храмов, как в мультике. Мегаполис высокой и ползущей кухни. Мегаполис тайцев, туристов и слонов. Бангкок – это невообразимый коктейль, который так и хочется вкусить. Алла. Он прям ногу в огонь сует. Премиальная карта при мне, и я решила вопрос с передвижением максимально премиально. Я заказала себе авто, которого никогда не было в Орле и Решке. Встречайте, Тайранг Трансформер 2! Чудо чудное, диво дивное. Это что, плод любви между старым Хаммером и новым геликом? Ну, конечно, дизайнер намутил.
Это красная будка на колесах, тайский ответ Гелендвагену. Тайцы собрали свой внедорожник из запчастей японской Тойоты, а из своего добавили дизайн. Получилась вот такая автороскошь по-тайски за $46 000. Я поняла. Дизайнер вдохновлялся линиями холодильника. Одно только утешает. То, что дает чувство безопасности, это руль от Toyota. За такой эксклюзивный кубик с моей карты списали 450 000 тенге. Зато второй такой тачки на дорогах Бангкока точно не встретишь. Если вы прилетели в Бангкок, а в кармане всего $100, у меня для вас есть пару советов. Совет номер 1. Меняйте деньги на минус первом этаже. Ну да, придется выстоять очередь, зато самый выгодный курс во всем аэропорту. Зафиксируйте. Прямо в аэропорту прыгайте в метро. На метро не застрянете на полдня в суровых пробках Бангкока. Классно? Это был совет номер 2. Поезд впечатляет. Чистый, вкусно пахнет, красивые люди, стильные такие. Еще на нас похожи. И самое главное, мы летим над пробкой. Интересно, как там Куралай? Наверное, как всегда, там крутая машина, сидит себе, не двигается. А мы летим. Стоило только въехать в город, и я на своем тайском УАЗике попала в пробку. Беспросветную. Жизнь бангкокцев проходит в пробке. Вдумайтесь, официально в мегаполисе зарегистрировано 37 миллионов транспортных средств, а дороги рассчитаны только на 2 миллиона. Власти строят новые автострады, но Бангкок все равно стоит в пробках. Ты 1 минуту едешь и полчаса стоишь. 1 минуту едешь и снова полчаса стоишь. Поэтому 100 раз подумайте, прежде чем арендовать в Бангкоке машину. Лучше вертолет или метро. И в этом муравейнике из машин где-то сидит Куралай. А я уже вовсю ныряю в город. И на лодку. Да-да, я серьезно, на лодку. И это совет номер 3. Весь Бангкок ровно посередине пересекает река Чао-Прая. Кто не хочет все время ездить на метро, может обплывать пробки вот на таких водных маршрутках. Проезд копеечный. На лодке можно приплыть в самый центр Бангкока. Мегаполис – самое подходящее для Бангкока слово. Шумный, высокий, многолюдный, с первых минут сносит башню. Бангкок похож на Нью-Йорк, Дубай и одновременно на Астану. В Бангкоке живет 10 миллионов человек и гостит еще 5 миллионов туристов. Чтобы всех разместить, Бангкок растет не вширь, а вверх и селит всех в высотках и небоскребах. И чтобы они как-то от друг друга отличались, их специально делают такими. Вот такими. Даже если захочешь, не повторишь. В Бангкоке есть небоскреб-робот. С виду похож на гигантскую детскую игрушку, но в нем находится банк. Смотрите, Elephant Tower – самое большое здание в мире в виде слона. Небоскреб-слон. В теле слона – жилые квартиры, в бивнях – офисы, а в ушах – балконы. Небоскреб G-Tower – точка G тайского бизнеса и самое необычное офисное здание в мире. А вот небоскреб, в котором как будто не хватает пикселей, и он вот-вот рассыпется. Это небоскреб Маханахон, самое высокое здание в Бангкоке. Его высота 314 метров. Это как 3 наших байтерека.
В выпавших кубиках самая дорогая недвижимость в Бангкоке. Цена на квартиру доходит до сумасшедших 17 миллионов долларов. Бангкок выглядит презентабельно и футуристично. Но давайте спустимся с верхнего этажа на нижний. Небоскребы гигантские, бизнес-центры. Опускаешь глаза и в 10 метрах старая лавка с едой. Что-то варят, жарят, парят, кто-то моет посуду. В общем, тебе не дадут забыть, что ты находишься в Азии. Бангкок, ты просто взрыв мозга. Бангкок что хочет, то и творит. Вот захотел и переименовал себя в паспорте. Помните, я утром рассказывал? Это для туристов столица Таиланда Бангкок. А для местных же это Крунгтхэп Маканахон. Так вот, поправочка. Это было не все название. Теперь официально Бангкок называется так. Новое название города попало в книгу рекордов Гиннесса как самое длинное в мире. Интересно, местные сами его знают? Крунгтхэп Маканахон. Yeah, and all words it will be Kruнгtхэп Маканахон. Then and then он не знает полностью название своего города. The name of Bangkok is Kruнгtхэп Маканахон. That's right? Please continue. Kruнгtхэп Маканахон. กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ Nice. And then? Stop. Окей. Слушай, может, школьники знают? Они же в школе учили новые знания. Крунгтхэп Маканахон. Ага. Ну, это стилевые ребята, которые говорят: слышь, братишка, говорит, ничего мы не знаем и общаться с тобой не будем. Эх, знали бы вы, какой шанс потеряли. Подведу итоги. Даже местные не знают полное название своего города. Но звучит впечатляюще. Город ангелов. Великий город. Спустя 2 часа я вырвалась из лап бангкокских пробок и теперь могу рассказать, как лучше провести уикенд в Бангкоке с неограниченным бюджетом. Обычно все голливудские звезды, спортсмены, первые лица государств ездят на отдых со своими шеф-поварами. Я решила, чем я хуже, и заказала одного из самых крутых шеф-поваров Бангкока на весь уикенд. Такая услуга называется Chef and Table. Выбираешь шеф-повара и место, где желаешь обедать или ужинать. Шеф составляет для тебя уникальное меню, приезжает сам, привозит продукты, свою команду и приступает к кулинарному волшебству. Стоит такое удовольствие 675 тысяч тенге за 2 дня. Я для себя и для моего шефа арендовала скромненький ресторанчик. Ресторан Чимбасян Вистом – рекордсмен по звездам Мишлен. У него их аж 6 штук. Специально для меня и моего шефа ресторан закрыли на спецобслуживание. Цена вопроса – еще 500 000 тенге. О, hello. Здравствуйте, Куралай. Меня зовут Чен Айди. Я буду кормить вас весь уикенд. Айди. Я запомню ваше имя навсегда, как карта, все, извините. Айди, пожалуйста, накормите меня, ну прям самыми дорогими, эксклюзивными тайскими блюдами, чтобы экс-ведущие «Орла и решки» просто обзавидовались. Да. И я не ем глютен, молочку и предпочитаю в блюдах гималайскую розовую соль, поменьше омега-6 и побольше омега-3. понятно? Я все запомнил. Обещаю вас удивить. Thank you. О, Для меня честь приготовить и представить вам уникальный тайский деликатес. Это слюна стрижа. как? Вы выдавливали из птицы слюну, что ли?
Это для чего? Маска для лица или горло смазать? Деликатесную слюну самцов-стрижей по миллилитру собирают в пещерах. Именно там стрижи вьют себе гнезда из собственной слюны. В ней много белка, она клейкая и хорошо застывает. За слюнными гнездами в Таиланде охотятся, чтобы превратить гнездо в суп и продать туристам-гурманам задорого. А сколько эта слюна стоит в долларах? $5500 за килограмм. Что получается, на 150 баксов мне птичка плюнула в ложку? Ну как? Как культурно описать бы это? Просто желе из сладкой воды или жидкая устрица. Вот так могу описать. Короче, ясно. Развод для богатеньких туристов. На второе шеф Чинайди приготовил понятную для казахов еду мясо. Это курица или баранина? Нет, это крокодил. О май гад, я первый раз, честно говоря, крокодил. Хорошо прожарили? Прекрасно. Рисковатое, очень рисковатое мясо, очень рисковатое, прям жесткое мясо. Невозможно жевать. Боже мой, мне кажется, я целую вечность буду жевать это мясо. Не думаю, что это крокодил, не думал. Я думал, что это курица, это мясо. Просто говяжье, жесткое. Очень непрожаренное мясо. Не думаю, я не могу. Не жуется. Тайцы очень религиозны. 95% всего населения – буддисты. Чтобы заработать хорошую карму, каждый мужчина минимум на 1 месяц идет в монахи, живет в монастыре и служит храму. Поэтому и храмы в Бангкоке на каждом шагу. У Бангкока будто бы 2 лица. С одной стороны суперсовременные небоскребы, а с другой стороны тысячелетние храмы. Они тут повсюду. Храмов в Бангкоке больше 400. И посмотреть их все не хватит не то что уикенда, а и всей жизни. Тем более вход в большинство храмов платный. Но можно и не платить. Вы готовы к совету номер 4 от Гани Ажикенова? Я же хочу вам показать место, которое ни разу не показывали в нашей программе. Покажи, братан, это же капец! О, Витя! Витя! Взлетаем! Это розовая башня, которую обвивает дракон, самый эпатажный храм Бангкока. Посмотрите, он будто из мультика. Храм дракона возвышается над землей на 80 метров. Ровно столько лет прожил Будда. Подняться в гости к Будде может любой желающий совершенно бесплатно. Что это? В общем, ты должен написать сюда свое имя и сделать дань дракону, чтобы он исполнил твое желание. Тайских буддистов рисом не корми. Дай провести ритуал с божеством. В каждом храме свои божества, которым они поклоняются. Местные очень почитают этого дракона и искренне верят, что он исполняет желания. Поэтому и приезжают сюда. Но перед началом надо выполнить несколько ритуалов. Начнем с денег. Чтобы дракон приумножил твое богатство, надо закинуть монетку в этот фонтан. Давай, дракон, не подведи, я жениться хочу. Деньги нужны очень. Перейдем к здоровью. Здесь по кругу изображены животные из китайского календаря. Выбираешь свой год рождения, я лошадь, и загадываешь желание.
Теперь нужно потереть хвост дракона и попросить здоровья. Я сделаю это двумя руками. Ну давай, дракоша, чтобы я был сильным, мощным, здоровым, атлетичным. Чтобы до 100 лет дожил. Еще надо потереть коготь дракона. Я, если честно, забыл для чего, но на всякий случай потеру. И вот сюда деньги надо ложить. Дань на каждом шагу здесь. Местные верят, дабы обрести силу дракона и сбылись все желания, дракоше нужно оплатить дань. За 3 ритуала дракоша содрал с меня $1,5. И теперь со светлыми мыслями я могу загадать свое самое сокровенное желание. Для этого мне нужно подняться на вершину храма дракона. Ого! Я захожу внутрь дракона. По ощущениям, будто бы ты зашел в тоннель, то ли в пещеру. Вау! Вот она, пасть. И Будда. Чтобы желание исполнилось, поднимаешься к Будде. Садишься вот так, кладешь подарок Будде и дракону и завязываешь эту ленточку вот сюда. После твое желание исполнится, если ты будешь действовать. Ну и, конечно, если подкормишь дракона денежкой. Пока Гани кормит дракона, мы с премиальной карты продолжаем делиться лайфхаками. Как провести уикенд в Бангкоке, если ты чрезмерно богат? Я в самом Бангкоке жить не буду. Но это не для тех, у кого есть премиальная карта. Богатым и знаменитым доступно жилье в национальном парке. В 2 часах езды от суетливого, шумного Бангкока царит тишь, благодать и джунгли. Это место – природное чудо Таиланда, нацпарк Каояй. Да, здесь нет высоких гор и озер, как в нашем Катон-Карагае, но туриста из Казахстана этот парк удивит тем, чего не увидишь у нас дома. А точнее, кого не увидишь. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы познакомиться со слонами в их естественной среде. Мое свидание со слонами состоится завтра. А ждать я его буду на эксклюзивной тайской вилле, прямо на территории национального парка. Аренда виллы стоит 1,5 миллиона тенге в сутки, но деньги не главное. Главное, чтобы твою заявку одобрили. Заявки туристов из Казахстана принимают мгновенно, за что большой рахмет. Вау! Вау! Красота какая! Это же настоящий дворец тайского императора! Крыши пагоды! Этой вилле 200 лет. Ее здесь оберегают почти как реликвию. Круто! Все такое старое. Эту антикварную виллу буквально по кусочкам по всему миру собирал один богатый тайский коллекционер. Каждая плиточка, каждая статуэточка, каждый миллиметр декора здесь музейные экспонаты, цена на которые перевалила за несколько десятков миллионов долларов. Китайская ваза династии Цин. Бирманский шкаф с оригинальной ручкой. Как красиво! Это что, стекло? Индийское трюмо. 200 лет. Ну кто только не смотрелся в это зеркало. Здесь каждая вещь старше меня. Ну как минимум раз 20. Поэтому и страшно становится прикасаться, думая, что это можно разбить, сломать. На вилле 7 спален, и каждая оформлена как отдельный музей. Все тут интересно, раритетно, но чувство, что ты находишься в музее, не покидает. А провести ночь в музее – весьма пугающая перспектива. Я даже уверена, что здесь обитают призраки бывших хозяев. Стопудово. Все туристы в Бангкоке первым делом бегут на тайский массаж. Но богачи могут позволить себе особенный тайский массаж.
меня ждет священный ритуал – древний тайский массаж огнем. Этой техникой владеет всего несколько человек в Таиланде. Специально для меня с самого севера Таиланда приехал огненный мастер-гуру. Что-то он трогает мою ногу. Огненный массажист опускает свою стопу в масло, а потом буквально поджигает собственную конечность. И начинает сильно давить своей горяченной ступней. Ай. Кстати, он нашел именно ту точку болевую. И как поднажал, просто очень больно. Но буду терпеть. Гуру уверяет, что так как массаж священный, с его помощью можно не только расслабить мышцы, но и очистить тело от плохой энергии. Знаете, после второй минуты вообще забываешь, что он в огонь ноги сует, что он там с горячим маслом работает. Просто наслаждаешься, получаешь огромное удовольствие. Массаж просто огонь. Сходить на массаж для тайцев, как для нас, казахов, выпить чаю. Массируют от головы до пят здесь буквально на каждой улице. За самым дешевым массажем идите на улицу Токсей. Ну я удивлен. Бангкок оказался типичным мегаполисом, у которого есть свое дно. Люди, похоже, они тут и живут. Ну вот, пожалуйста, кто-то спит. Грязь, мусор. И все это всего в 10 минутах ходьбы от пафосного и вылизанного Королевского дворца. Если чуть дальше пройти по этой улице, увидите, как по обе стороны дороги разбросаны матрасы. Помяться, похрустеть хосточками и расслабить мышцы сюда приходят самые бедные тайцы. Грузчики с рынков, уличные торговцы, строители. И я. Ну, самое главное, надо определить, кто мне будет делать массаж. Конечно, мне хочется, чтобы делала милая девушка. Вот примерно поинтересоваться. Excuse me, how much massage? No? It's not massage? Нет массаж. Вот симпатичная девушка сказала нет. Так, здесь уже делают массаж. Ну вот, я же сказал же, взрослые бабушки будут походу. How much? 200 бат. 200 бат. Это получается почти $6. And how long it will be? 1 hour? Ну, в принципе, целый час за $6. Да, конечно, я согласен. Интересно, сколько до меня людей на этом матрасе лежало. Казалось бы, сзади меня мусорные пакеты. Простыня, которая весь день как минимум не менялась. Подушка без наволочки. Ну а если честно, то я не брезгаю. Я получаю удовольствие, как говорится, в моменте. Первая часть массажа очень приятная. А дальше начинается казахша курьез по-тайски. Тебя сначала пихают лицом в грязную подушку. Да нет, не надо мне на лицо тыкать. Она мне хочет лицом воткнуть этот матрас. А как все хорошо начиналось? Слушай, Витек, да, подскажи, что мне лицом тебе воткнуться в этот матрас? Ты можешь руки под лицо подложить. Точно! Витек мне подсказал, вот так руки просто под лицо. Во, все, супер. Потом милая тайка стала выдавливать мне позвоночник. Дальше сделала 2 болевых приема подряд. Потом чуть не сломала мне ногу. Полегче, полегче. И добивание. Джамбас. Бросок с прогибом. Ух!
Интересно. Первая часть массажа мне нравилась больше. Это на все это время подводило. Обычно, когда приходишь спать, тебя встречает приятная музыка, чистое постельное белье, арома палочки. А здесь, получается, шум от машин, непонятный запах, матрас, который непонятно сколько лет здесь лежит. Как я попал в такую параллельную вселенную, что мне это самое главное, это нравится? Бангкок – это мегаполис, который никогда не спит. Ночью город превращается в одну большую тусовку. Улицы загораются неоном, звучат оглушительной музыкой и голосами миллионов туристов, которые готовы зажигать с Бангкоком до утра. Друзья, я на самой кочевой улице, самой популярной улице Каосан. И местные туристы здесь колбасят. Все, что происходит в Каосан, остается Каосан. Let's go тусить! Каосан – это ядерная смесь закрытой вечеринки. И Наурыза в Степногорске. Дай 5, родной! No, my friend, that's... Отовсюду валит драйвовая музыка, под которую так и хочется пуститься в пляс. С одной стороны местный Эминем наваливает рэпчик. С другой рвет танцпол тайская Бейонсе. Я очень хочу встать, но мне не хватает денег, поэтому потанцую здесь. Главное, чтобы они взяли почему у меня нет карты? На улице Каосан туристам продают развлечения на любой вкус. И меня больше всего впечатлили именно вкусные развлечения. Вот предлагают отведать крокодила. А тут целое меню из разной жутчатины и паучатины. Вкусняшка. Сами тайцы насекомых не едят, но предлагают туристам как фуд-аттракцион. Если бы не мой долг ведущего «Орла и решки», я бы на них даже не смотрел. А сейчас придется попробовать их. Да он капец мерзко выглядит. Подожди, мне тоже надо попробовать. Фу, соберись. Фу. Что же вы хотите, чтобы я попробовал? Ну, конечно, самое мерзкое, да? Поэтому давайте выберем. Да, выбор тяжелый. Думаю, вы хотите, чтобы я слопал вот этого самого мерзкого водяного клопа. Фу, я не хочу даже на него смотреть. Блин. Ты смотри, как он на меня смотрит, у него глаза там. Он уже меня глазами съел, это не я его, а он меня же съест. Я-то думал, он, оказывается, не готовый. Я уже испереживался, думал, он как живой. Вот она его сейчас скипятит, продезинфицирует. И я его... Хрекс! All? Дорогие друзья, только ради вас. Я сейчас резко должен укусить и все, и забыть. Надеюсь, меня не стошнит. Слушай, да они на вид, оказывается, просто так выглядят. Это же прям чипс. Друзья, психологи правы. Надо идти в свой страх прям огромными шагами. Поэтому я хочу попробовать еще. Let's go! Give me please the biggest of big scorpion, my friend. Ну, я надеюсь, что он будет по вкусу так же, как этот уродец, которого съел до этого. По вкусу, как семечки. Самое главное, они говорят, это полезно. У меня плохие новости для меня, хорошие для вас. Режиссер говорит, надо съесть еще. Еще. Гулять-то гулять.
Let's go! Самое страшное насекомое! Давайте, вот этого уродца! Это кто? Хуй Да я уже их закусываю просто вот так! Он мне своей когтью зацепился в губу. Скалопендра оказалась повкуснее, чем скорпион. Чтобы убрать привкус жучатины, я решил заесть его экзотическими тайскими фруктами. This is durian. King food number one Thailand. В общем, это фрукт, который запрещают в гостиницах и в аэропортах, да? Все потому, что запах дуриана настолько резкий, что вынести его в помещении невозможно. Пахнет как тухлые яйца. Но, говорят, поднимает потенцию, поэтому и понеслась. Попробуем. Very good. Не. Сложи. А это... Мне надо выплюнуть. На вкус какой? Мне надо выплюнуть. Can I... Give me please something. Sorry, I will pay, sorry. На вкус как протухший лук. Меня аж в пот бросило. Можешь посидеть тут, пока я посплю? Мне так страшно. Да, ну пожалуйста. Не уходи, не бросай меня одну. Вот здесь посиди, а я быстро посплю. И потом ты поспишь, хорошо? Ты только не уходи никуда. Покой ночи. Бангкок хоть и не привык спать, но ночлег предлагает туристам самый разнообразный. В многомиллионном Бангкоке миллион классных хостелов по доступным ценам. И я сейчас покажу вам один из них. Запоминайте, хостел Tep Bund Home находится в 10 минутах ходьбы от улицы Каосан. Hello. I need a very cheap bed for one person. Okay, we have the price 400 baht for one bed. 400 бат? Yes. Я же говорил, здесь дешево. Это 11, между 11 и 12 долларами. Супер! Итак, что получает турист за 11 баксов? Ну это получается у нас какая-то лаунж-зона, да? С кухней. Встречайте, самый огроменный бассейн моей жизни. Вот она. Завтра утром надо обязательно здесь поплавать. Правда, он какой-то мутненький. И что-то опасненькое, кажется, в него нырять. О, самое главное, прохладно. Это уже хорошо. В моем номере целых 6 коек. У меня 3-й номер. Шкафчик. Ну, такой прям. Если с другом будешь, его, в принципе, в шкафчик можно будет засунуть, выспаться. Кстати, надо чуть потише. Здесь, похоже, люди есть. Можно все-таки в этой жизни лечь или нет? Тайчи мяу. Доброе тайское утро. Хотя нет. Доброе премиальное тайское утро. А от меня доброе 100-долларовое утро. С моим оставшимся бюджетом можно интересно провести второй день в Бангкоке. А можно поискать интересности за его пределами. В 1,5 часах езды от Бангкока находится затерянный город Аютая. Орел и решка там никогда не была. Исправляемся. Эти руины раньше были столицей королевства Таиланд.
В 18 веке Аютая была самым огромным мегаполисом на нашей планете. С рекордным на то время населением в 1 миллион человек. Город был великим и могучим, пока на него не напали бирманцы. Захватчики полностью разграбили город, но не смогли утащить целые статуи, поэтому забрали только украшенные золотом головы. Уцелела единственная голова Будды, которая буквально вросла в дерево. Интересный факт. Чтобы перед этим Буддой сфотографироваться, всем нужно сесть на корточки. Здесь даже охранник есть, который всем говорит: sit down, sit down. Похоже, это что-то очень священное для самих тайцев. Очень много людей, иностранцев меньше, в основном все тайцы фоткаются. Но я приехал в Аютаю не ради фотки с головой Будды. Меня пригласила на экскурсию наша землячка. Асель? Салем. Жақсы өзіңіз қалайсыз? Салем, бро. Салем, бро. Менің жұбайым. Да, очень приятно. Nice to meet you, Nan. Yeah. I think you have some Kazakh discussion? Yeah. Okay, thank you. See ya. Асель Бигбаева, наша землячка. Она живет в Таиланде уже больше 10 лет. И за это время успела основать туристическую компанию. И теперь Асель знакомит тайских туристов с гостеприимным Казахстаном. То есть мы отправляем тайских граждан путешествовать в Казахстане. Супер. И также я открыла свою ассоциацию, Ага. Казах-Тай Альянс называется. Казах-Тай Альянс. Чем именно тебя зацепил Бангкок, что ты решил остаться здесь? Во-первых, это я встретила тогда еще моего парня, это Ага. сейчас он супруг, да. Мгм. Во-вторых, я открыла свой бизнес в Таиланде, то есть в Бангкоке. А есть какие-нибудь необычности в Таиланде, которые тебя удивили? В Таиланде очень много производителей, Мгм. качественных продукций, но в Таиланде нету сырья. Ага. То есть я всегда рекламирую Казахстан как центр Ага. Евразии, в сердце Евразии, Ага. что они могут начать там бизнес, открыть производство. Дуриан меня Здесь- покорил. Дуриан? Да. Это, ты знаешь, я здесь живу 10 лет. Я попробовала свой первый дуриан только через 8 лет. Вкус кремовый, да? Кремовый? Да, такой Пусть знаешь, Саши будет. ванильный. Ванильный? Да. Да, вы за 8 лет, оказывается, вы уже полностью в тайку превратились. Если вкус дуриана ванильный, то... А какого вкуса бишбармак? Неповторимого. Неповторимый, да. Неповторимый вкус. Соскучились по бишбармаку? Да, конечно, я еще его готовлю. Здесь готовите, да? Да, у И меня у вас теперь супруг, тоже... он обожает бишбармак. Супер. Родственников кормите бишбармаком? Да, когда мы Слушайте. делаем бишбармак, Ага. мы подаем главе семьи бас. Ага. То есть супругу мы даем голову. А, вы такой бишбармак делаете, который вместе еще с головой? Да. Ага. А по Казахстану скучаешь? Естественно, я, во-первых, скучаю по своей семье, маме, по сестренке, по их детям. Во-вторых, я скучаю о природе. Поэтому хотелось бы сказать всем казахстанцам, пожалуйста, храните нашу красивую природу. Сегодня я буду исследовать природное чудо Таиланда – нацпарк Khao-Yai. Тайцы называют этот парк раем на земле. Как и полагается, рай населяют невиданные дикие животные. Здесь живут туканы, гималайские медведи, индийские зомбары, китайские мунчаки. А я же приехала сюда, чтобы встретиться с главными жителями нацпарка, со слонами. Слоны – это символ Таиланда. Веками они помогали местным перевозить тяжести, передвигаться по джунглям и защищать свою территорию. Слон для тайцев, как для нас, казахов, верный конь. С приходом туризма слонов стали массово вылавливать из дикой природы и приручать самыми жесткими методами. Слонов дрессировали и заставляли развлекать туристов. Это был хороший бизнес.
пока не случился коронавирус. Нерадивые хозяева стали выбрасывать своих слонов в джунгли, и те в муках умирали от голода. Ведь слонам, которых приручили, уже не выжить в дикой природе. В Кауяй есть уникальное место, называется Центр спасения слонов. Здравствуйте! Приятно познакомиться. Спасибо. Меня зовут Куралай. А меня Виена. Как вы помогаете слонам? Уже больше 10 лет мы с командой собираем больных и раненых слонов со всего национального парка. Привозим их сюда на специальной скорой помощи, делаем анализы в нашей лаборатории, лечим их и отправляем назад на волю в джунгли. Также мы выхаживаем домашних слонов, которых хозяева били или морили голодом. Сейчас в нашем слоновьем стационаре 3 пациента. Многие удивятся, я первый раз в жизни вижу живого слона. Боже, какие они огромные. Такое ощущение, как будто я попала в экран телевизора. Привет, привет. Привет, милый. Милое создание. Ну а что я хотела? Пришла в гости с пустыми руками. И справляюсь. Ты вообще без стеснения второй раз. Они со всех сторон. Подождите, в очередь становитесь. Для меня это первый опыт. Не знаешь, как они могут себя повести, и есть небольшой страх. Чтобы вы понимали, их можно кормить вечно, потому что они в день съедают 10% от своей массы. Ну, например, вот этот красавчик приблизительно весит пару тонн. Значит, в день как минимум 200 кг вот таких бананов. Вуаля! Сейчас слоники сытые и счастливые, но у каждого из них своя печальная история. Этого красавца зовут Кван Ман. Его нерадивый хозяин над ним издевался и довел до такого состояния, что из центра люди, когда пришли, увидели слона с дистрофией. И пришлось им выкупить этого слона за $41 тысячу. А это игривая милаха, слоненок Паулин. Сам ее хозяин привел ее сюда, в центр, когда понял, что не сможет прокормить. А это главная надежда всех работников центра – беременная слониха Миамай. Буду кормить будущую мать. Все? Бетте, джок. Как и обещала, Асель провела мне подробную экскурсию по Аютаи и привела в храм. Здесь живет и служит один из самых почитаемых монахов Таиланда. Видите очередь? Чтобы уважить монаха, к нему нужно не заходить, а заползать на коленках. Всем присутствующим монах раздает листочки с китайским календарем. Местные верят, что если загадать желание, глядя на листок, оно обязательно сбудется. Но люди приходят к монаху, чтобы получить ответы на свои самые сокровенные вопросы. Когда лучше всего создать мне свою семью с любящей, любимой, мудрой, счастливой девушкой? Ты уже встретил свою вторую половину много лет назад, но ты уделяешь все свое время карьере. Ты забыл о своем сердце и сам не понял, что потерял свою любовь. А я ее теперь еще раз встречу или где она теперь? В течение следующих 3 лет Бог даст тебе еще один шанс. 3 года еще? Вот надо до 36 ходить? Ну, прислушаюсь. После откровений монаха-провидца все как любят тайцы. Помолиться у алтаря и загадать самое сокровенное желание. Я хотел бы вот так, как по-нашему. Вот так.
После того, как ты сфокусировался на своем желании, эту бумажечку надо сжечь. Придать огню, так сказать. Дай бог, чтобы было много энергии и цель исполнилась. Чтобы лучше узнать Бангкок и его окрестности, я читаю гайды и серчу полезную инфу в социальной сети ReLife в сообществе Таиланда. В ReLife уже есть сообщество, которое охватывает более 100 стран мира, и есть возможность создать собственное. Крутость в том, что в своем сообществе, кроме монетизации для авторов контента, вы можете получать доход через рекламную сеть или создавать контент по платной подписке. Отличная возможность для тех, кто развивает свой бренд или услуги по всему миру. ReLife. Мир в твоих руках. В нацпарке Каояй есть еще одно место, в котором содержат брошенных на произвол судьбы домашних слонов – отель The Jungle House. Слоников здесь купают, кормят и выводят на прогулку в джунгли. Туристам тоже разрешают выгуливать слона, но за $55. Во-первых, за те деньги, которые я заплачу, они будут их кормить и лечить. Во-вторых, прогулка по джунглям для слонов – это огромное развлечение, поэтому не осуждайте меня. Я никогда не думала, что катание на слоне – это будет так увлекательно и не страшно. И едем мы плавно, спокойно. Вы только посмотрите на этого счастливого парня. Он больше рад прогулке, чем я. Смотрите, у меня слон вездеход. У него 4 ВД и еще плюс хобот. Везде проедет, вот везде. И по воде, и по суше, и по травам, и по горам. Вокруг столько красоты. Просто можно часами вот так ездить и любоваться. Но моя красивая и спокойная прогулка длилась недолго. Я sit down. Подожди, никакой sit down. Что только не сделаешь ради орла и решки, да? Опс. Ой, мама. No. Боже, не хочу я так. Он сошел? А ну-ка, come back. Прости, пожалуйста, прости. No. Подожди. Боже, вспомни, как ты на лошади катаешься. Вот. Зажми ножки. Представляете, с такой высоты упасть, это что может быть? Это хорошо, что у меня есть навыки на лошади. Ребята, он реально огромный. Это очень высоко. И мне страшно, не дай бог он сделает крутой поворот, либо ушами хлопнет, и мне придется несладко. Успокойся, налево, давай. Давай налево. Окей. Come back. Уф. Боже. Какая-то свобода. Я прячу для вас в Бангкоке тайский массаж, покатушки на тук-туке и самую вкусную тайскую еду. Бутылку со $100 ищите рядом с национальным парком Каояй. Езжайте в сторону выезда в нацпарк и сворачивайте на парковку ресторана Пенлаус Хуахин. В 50 метрах от нее, в стволе дерева с буддийским алтарем, вас и будет ждать казахский клад. Удачи! Туриста Бангкок покоряет. Вау! И прогибает. Ух! Потом еще и обжигает. Ай. Но после его прикосновений всегда приятно. Массаж просто огонь. Туриста Бангкок умиляет. Привет, милый. А потом пугает. Ты смотри, как он на меня смотрит, у него глаза там! И выворачивает наизнанку. Зато есть что вспомнить и с чем сравнить.
Какого вкуса бишбармак? Неповторимого. да. С Бангкоком точно не соскучишься. Мама! Но за Бангкоком точно будешь скучать. Витя, взлетаем! Не жуется. Он не своей когтем зацепился в губу. Можешь посидеть тут, пока я посплю? Шумный, высокий, многолюдный, с первых минут сносит башню. Бангкок, ты просто взрыв мозга! Как красиво тут, все такое яркое, блестящее. Ганза, привет! Как Бангкок тебе? Ну, Бангкок как Крунгтхэп Маканахон, что в переводе теперь означает «нужно идти в свой страх, чтобы стать лучше». Да-да-да. И чтобы получить лучший массаж в своей жизни, надо довериться огню. И съесть жука, чтобы преодолеть свой страх. Точно, точно. Чтобы понять, что ты большой, надо почувствовать себя маленьким. И тогда можно управлять огромным слоном. Увидимся в следующем городе. Саболнгдардустар. Слушай, а что ты про страхи, про осознанность? Ты что, буддистом стал? Да, я теперь буддист 3-го ранга. Повысил. Да, ну Присоединяйся ты к нам. тараканов потом не сможешь. Ша! Ты что, травишь, что ли? Я все тоже казахский джунгарик.